Друзья, всем привет! В этом видео я затрону очень интересную тему, и касается она возврата просителей убежища, Германии, с территории Германии, как Германия возвращает или пытается возвратить в страны Европейского Союза просителей убежища, которые прибыли на территорию ФРГ из этих стран, но у нее плохо получается. Хотя законом такая процедура предусмотрена внутри Европейского Союза. Если вам эта тема интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться в этой процедуре и почему так плохо все получается у Германии осуществить и вернуть назад этих беженцев. Итак, беженцы из неблагоприятных стран, попадая на территорию Европейского Союза, мы сейчас не будем говорить какими путями, разными путями, и морем, и сушей, они сразу же попадают под действие так называемой европейской системы предоставления убежища. Это давняя система, она в прошлом году была на законодательном уровне, были внесены изменения, она была там обновлена, она уже начинает в новой структуре действовать, но пока мы результаты не видим. Говорят СМИ европейские, что да, приносит результаты, меньше нелегальных мигрантов стало и так далее. Но пока таких ощутимых еще никто пока отчеты реально не публиковал. И в этой как раз таки системе общеевропейской предоставления убежища действует так называемая Дублинская процедура. Это тоже давняя процедура, она тоже уже несколько десятилетий действует. И в одном из постановлений касаемо этой процедуры говорится, смысл какой, что если проситель убежища, к примеру, попал впервые, допустим, приплыл на лодке, на остров Лампедузу, а этот остров является территорией Италии, он высадился удачно, не погиб во время своего путешествия, он высаживается на территории Италии, то Италия, как государство, оно несет ответственность за его дальнейшее нахождение на территории Европейского Союза, и в принципе должны итальянские власти рассматривать этого человека заявление о предоставлении убежища. И зачастую происходит два способа есть. То есть первое, человек приплывает, высадился в Италии, написал ходатайство подал итальянским властям о предоставлении убежища, его там где-то они поместили, подержали, выпустили, потом все. Он дальше или остается в Италии, ждет, или дальше едет на территорию уже Германии, Франции, уже в более богатое государство. В основном большинство из них, конечно же, пытаются попасть в богатые страны, в Германию, некоторые едут во Францию, потом из Франции уже на лодках тоже второе путешествие переплывают в Англию и так далее. И соответственно он теряется. Или второй момент, он высаживается, но у него уже цель попасть в Германию. И тогда он ничего не подает на территории Италии, у него Италия транзитная территория, он там отметился и поехал дальше в Германию. И уже приезжают в Германию, что один подает просто второе прошение уже в Германии о предоставлении убежища. То есть первое он подал в Италии, второе подает в Германии. Или второй вариант, как он сразу в Германию уже подает. Так вот, если Германия выявляет таких беженцев, то по этой дублинской процедуре полное имеет юридическое право вернуть их обратно на территорию Италии, чтобы они там дожидались, пока их ходатайство о предоставлении убежища будет рассмотрено. Об этом говорит Дублинская процедура. На практике, к сожалению, для Германии эти правила обходятся и не выполняются, в том числе и миграционными властями европейских государств. 3 государства морских европейских, это Испания, это Греция и это Италия, это основные государства, на территорию которых попадают беженцы морским путем из Африки, Ближнего Востока. В Италию попадают через остров Лампедузу, высаживаются там на Сицилии и так далее. Их там постоянно береговая охрана ловит. И плывут из Северной Африки. В Грецию такая же картина из Северной Африки. А в Испанию попадают на Канарские острова. В основном плывут беженцы из Западной Сахары, из Западной Африки, территории Африки. Очень опасный путь, попадают тоже на лодках плывут. Очень много там их, вообще масса их тонет. Там течения огромные, и они на простых лодках плывут. Каждый день, если почитать средства массовой
информации, постоянно тонет там от 20 до 100 человек. Вот я имею в виду те, которые пытаются попасть на Канарские острова. Они там попадают, там отмечаются и потом с Тенерифе прямо летят на территорию материковой Испании. И там они потом уже рассеиваются. Вот эти три государства. И проблема в чем? Что когда Германии, немецкие власти миграционные выявляют таких беженцев, просителей убежища, которые уже подали, например, в Италии прошение, то им сообщают, что у нас есть такое-то количество человек, вы должны принять этих беженцев по вот этой как раз таки дублинской процедуре. Итальянские власти, они же не могут как бы сказать, нет, мы не будем, потому что есть закон, да, и правила. Они принимают, соглашаются принять их обратно в соответствии вот с этим вот регламентом, но потом они срывают вот эти вот организационные моменты, чисто в организационном порядке они их типа не могут принять. То есть там то нету там конвоя, ну не конвоя, то есть нету там полицейского наряда, к примеру, то там нету еще кого-то, то там самолет не могут посадить, вот вы понимаете, то есть они организационно срывают эти все моменты. Вот. И по сути Италия никого не принимает фактически, эти все люди остаются на территории Германии. Греция вообще в наглую поступает, она просто-напросто отказывается вообще принимать. Просто-напросто пишет, что мы их вообще не примем и так далее. Я уже снимал видео, отдельно это где-то было полгода назад, и рассказывал, как раз таки вот я освещал проблему в том, что некоторые чиновники из миграционных властей Греции и Италии даже платили деньги, покупали билеты беженцам, которые не собирались задерживаться ни в Греции, ни в Италии. Они заявляли миграционным властям, когда они прибывали, когда их ловили, куда вы едете, мы едем в Германию, пожалуйста, вот вам билетик. Покупали на автобусы, чтобы они специально добирались на территорию Германии. Об этом писали немецкие журналисты, там был огромный скандал, но он как бы потом испарился, этот скандал, как бы его не стало. Но это было уже зафиксировано, и это делали не просто там какие-то обычные люди, да, там, которые видели этих беженцев, это делали чиновники миграционных властей, итальянских и греческих. То есть, что хотят сделать? Они хотят, чтобы сбагрили этих всех беженцев с территории, куда? В богатую Германию. Вот и все. Ну и они знают, что с Германии беженцы уже не вернутся. Никогда. Так вот, Греция в наглую отказывает немецким властям, говорят, мы просто их не будем принимать и все. И вот статистика. По данным БАМФа, в прошлом году, в 2024, Греция отклонила 14 930 вот таких вот запросов из 15 453 запросов Германии, которые Германия подала греческим властям. Италия, с другой стороны, согласилась принять обратно 10 402 беженца, но фактически никого не приняла. Как я уже сказал, по вот этим вот организационным моментам. То есть срывали именно из-за организационных процедур. Срывались эти все возвраты. Но все же есть, скажем так, те несчастные беженцы, которым не повезло и которых все-таки немецким властям удалось вернуть в Италию и в Грецию, друзья. И теперь я вам сейчас дальше расскажу, какое количество. Вот как вы думаете, вот напишите в комментариях, мне интересно, угадаете вы количество, которое Германия за год вернула вот таких вот беженцев в Италию и в Грецию? Вот сколько человек, как вы думаете? Так вот. В 2024 году Италия приняла только 3 просителей убежища из Германии. 3 за весь год. А согласно цифрам, Греция приняла 22 человека. Вот вам статистика. Но тут виноваты не только власти миграционной Греции и Италии, потому что они отказываются, эти срывают, да, возврат. Тут отчасти виноваты и немецкие миграционные власти. Почему? Потому что эти беженцы, которые попадают на территорию Германии, они там их регистрируют, все, потом они их выпускают, они их под стражей, понятное дело, не держат, они их прописывают, они поселяют их там вот в эти вот хаймы, там где они живут. У них есть прописка, регистрация, организовывают эту всю процедуру возврата. Если получается действительно договориться и организовать этот рейс, то зачастую, когда приходит день Ч, когда надо уже человека брать, садить в самолет и его отправлять в Италию, например, или в Грецию, власти приезжают, хайм, а беженца там нет, хотя он там прописан.
Понимаете? И просто-напросто не находят этих просителей убежища. Ну или те, наверное, специально так делают, кто-то советует, наверное. Вот такая проблема существует. То есть как бы закон действует, регламент этот работает, да, вернее принят, а реально по факту он не работает, и все эти люди остаются жить на территории Германии. И вот как раз таки сейчас практически каждая политическая сила, которая участвует в предвыборной кампании в Германии, они говорят, что мы наведем, вот именно мы эту проблему решим, мы наведем здесь порядок. Вот и об этом говорит и АФД, кстати, об этом говорила и Нэнси Фейза еще год назад, что давайте сделаем на внешних границах вообще Европейского Союза специально эти центры построим, чтобы беженцев вообще не пускать, нелегальных, которые будут пойманы, чтобы они там в этих центрах на границе ждали, пока рассмотрится их ходатайство об убежище. Между прочим, в этом плане задачи министра внутренних дел Германии и партии АФД, они совпадают. Да? Вот. Ну и, в общем, все кричат, что мы эту проблему решим. У меня к вам, друзья, вопрос. Как вы думаете, удастся ли победившим на выборах вот сейчас политическим силам навести действительно порядок, о котором они заявляют? Вот именно в этой процедуре. Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях.